Аниме. Особая часть интернета и, в общем-то, всей культуры в той или иной форме. Его нынче смотрят все. Дети, взрослые, старики, стримеры. Это явление, особенно в последние годы, в нашем СНГ-пространстве набрало нереальные обороты. И то, что 5 лет назад могло считаться зазорным и порицаться в обществе, сейчас в каком-то смысле является базой для некоторых кругов общения. Вот и я, будучи таким же человеком, люблю периодически посмотреть интересные тайтлы. От новинок до откровенного старья. А будучи ютубером, то и дело хочется вынести свои мысли куда-то дальше разговора с друзьями. Хочется показать людям то, что они, возможно, упустили среди тонны других вселенных, или дать этим самым людям чувства, которые они, быть может, некогда испытывали в своем прошлом. В любом случае, всем привет, у микрофона Трикстер. Аникод — это единственная планируемая рубрика на канале, которая будет связана не с компьютерными играми. А учитывая то, что в отличие от игровых анализов и обзоров, она зависит больше от моего настроения и желания раскрыть вам что-то о том или ином тайтле, то и выходить она будет куда менее регулярно, ежели основные ролики. Тем не менее, сегодня на нашем операционном столе лежит аниме, которое во многом дает понять гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Ведь история, которая произошла в тихом и жарком городке Мбаси, гораздо глубже, нежели может нам с вами показаться. Перед началом всего анализа Фурикури наверняка стоило бы определиться с тем, в какой форме стоило бы вести данный ролик. И для некоторых идеальным был бы комплексный подход к разбору аниме через все внешние и внутренние влияющие факторы, создавая полную и объективную картину перед нашими глазами. Для других, наоборот, идеалом будет абсолютное абстрагирование от одного из источников, будь то внешнее производство или внутреннее содержание, что даст лишь ту часть картины, которую мы посчитаем нужной. Я же, в свою очередь, предлагаю вам ознакомиться с тайтлом через субъективный подход, в рамках которого я проведу повествование от лица трех героев произведения и моего личного восприятия их сюжетных арок, что позволит нам максимально близко приблизиться к подходу самого аниме, который примерно так же обходится и со зрителем. Так, про что же Фурикури? Данное аниме повествует нам об обыденных деньках Наоты, главного героя, чей брат уехал играть в Америку в бейсбол и чья девушка до сих пор проводит время с Наотой. Однако внезапно в его жизнь врывается Харука, девушка, которой предстоит изменить жизнь Наоты и показать его истинное счастье. Самой же Харука нужен Атомс, некое существо, близкое к тому, что она считает своим идеалом. Примерно так можно описать Фурикури поверхностно, не вдаваясь в детали и не углубляясь в то, о чем оно. Однако мы здесь вовсе не за этим, а посему стоит наверняка приступить к нашей трехактовой структуре, начав с Наоты. Я же говорил, я не люблю кислое. Наота Нандаба. Главный герой произведения. Мальчик подросткового возраста, чье восприятие жизни происходит в достаточно реалистичном тоне. Его не тревожат различные домыслы и слухи, так сильно распространяемые в городке, а глупости, которые вытворяют его окружение, так и вовсе порицаются им. Стоит за это его трезвость ума брат Наоты, Таско, который в его глазах считается настоящим примером взрослого человека. Мы не видим Таску ни разу за все аниме, однако его влияние висит над Наотой на протяжении 5 серий, ровно до тех пор, пока он не находит свой собственный путь в жизни. Тасука — это действительно важная фигура для него, именем которого его даже называют Мамими, бывшая девушка Тасуки, которую он оставил в погоне за мечтой, что не дает Наоте забыть про память брата и служит только лишним напоминанием о том, кем он, вероятно, хотел бы стать. Первые сдвиги в сюжете аниме происходят с появлением Харуки, инопланетянки, которая впервые приносит в размеренную жизнь Мабаси некоторую живость своими громкими и довольно спонтанными проявлениями и действиями. Харука становится тем примером для Наоты, который поначалу абсолютно точно олицетворяет всю глупость и детскость, свойственную поведению всем жителям города. Однако с течением времени он начинает ее все больше и больше сексуализировать. Что не в последнюю очередь, конечно, происходит благодаря самой инопланетянке. Но и сам Наота, зная он того или нет, начинает испытывать искреннюю любовь к Харука, в конце поняв свой истинный путь и отойдя от того, что некогда ему казалось взрослостью. Стоит также понимать, что хоть центральную линию занимает именно Наота и его отношения с Харуко, главный герой способен также влиять и на других персонажей произведения, одним из которых стала Эри Нинамори, староста его класса и по совместительству дочь мэра города, родители которой находятся в бракоразводном процессе, и несмотря на всю сложность данной ситуации, где ребенок по-хорошему очевидно будет мучить себя вопросами, Эри старается держаться как глыба льда, которую их личной жизни не интересует. Ее безразличие отмечают все персонажи и считают это довольно сильным проявлением того самого взрослого и зрелого поведения. Но по-настоящему она раскрывается именно с Наотой. После того, как Харука случайно сбивает этих двоих,
Она под уговорами отца Наоты остается у них переночевать и впервые показывает Наоте очки. Очки, которые она обычно так старательно заменяет линзами, что впервые показывает то, кем она на самом деле является. А если конкретнее, то именно в этот момент она раскрывается главному герою, потому что в их выступлении, в котором Наота так искренне не хотела выступать в роли кота в сапогах, считая это глупым и несерьезным, она сама выбила себе роль по связям отца. Роль принцессы, которую предстоит спасти коту в сапогах. Такая роль очень прямолинейно, но аккуратно показывает нам истинное желание Нинамори взять и спасти принцессу из лап этой жизни. Итогом же их сюжетной линии стал искренний и душевный разговор в школе, где Нинамори в порыве эмоций раскрывает тайну Наоты с ушами, появившимися у него после той аварии, а сам Наота в своем прямолинейном стиле раскрывает тайну жеребьевки ролей. Нинамори, вероятно, не хотела раскрывать тайну Наоты, но именно этот момент признания в том, что это выступление является попыткой Эри помирить родителей, позволяет ей вырасти над собой. Дальше происходит типичная и довольно похабная потасовка с роботами в стиле всего Фурикури, после которой Нинамори выступает при всей школе в очках, которые до этого скрывала, меняет свою прическу и отныне становится гораздо более честной с собой и людьми. Возможно, теряя облик довольно рассудительного и взрослого человека, но не до конца. Но приобретая взамен гораздо более реальную и простую от заморочек жизнь. Наота действительно спас принцессу, что стало одним из двух ключевых шагов для его собственного взросления. Вторым же переломным моментом стала игра в бейсбол. Тасука очень хорошо играл в бейсбол, из-за чего и уехал, но у Наоты все никак это не получалось. Его страх не достичь высот брата давил на него и не давал превзойти себя до тех пор, пока к концу серии на город не начал падать огромный метеорит, который создатели так неприкрыто нарисовали ладонью подающий шар. Единственный на тот момент, кто мог спасти город от разрушения, и был Наота. Его удар в данной ситуации был решающим, и только теперь, понимая всю ответственность и то, какой силой обладает он, а не Тасука, а также имея пусть и все еще не полную, но поддержку Харука, Наота решается на этот шаг и с помощью Харука отбивает его, спасая городок от неминуемой гибели. Дальнейшие действия в сериале не столько проводят эволюцию персонажа, как это описывалось ранее, а лишь подводят черту. Он перестает быть снежным для Мамими, признается в любви Харука и, несмотря на то, что искренне желает быть с ней и помочь ей, он не отдает ей силу Атомска, которая вполне вероятно могла привести к кончине всей планеты. Наота впервые начинает вести себя по-детски, как, например, в 5-й серии Наота впервые по-настоящему начинает дурачиться именно за Харука, отбрасывая свою привычную серьезность. Харука улетела вслед за Атомском, но Наота именно после того удара, и именно поняв, что такое быть открытым и настоящим, что значит не бояться быть по-детски наивным, теперь начинает жизнь с нового листа. Но теперь ты будешь моим должником. С сегодняшнего дня ты, Такун. Мамими достаточно спорный персонаж всего тайтла, поскольку именно она отвечает не за прогресс, как в случае с Харука, а наоборот скорее не способна принять настоящую реальность. Мамими очень замкнутая в себе девчонка, чью семью, в отличие от отца и деда Наоты, мы не увидим. Но мы точно знаем, что она достаточно порицается в обществе. Отец Наоты не любит Мамими еще со времен, когда она встречалась с Тасукой, Харука выражает абсолютное безразличие к ней, а остальные дети просто не понимают ее поведения. Мамими душевно травмированный ребенок, травмированный, пожалуй, больше всех в сериале. Уезд Тасуки очень сильно сказался на ее понимании мира, ведь в нем она, судя по всему, видела очень большую часть своей жизни, восхищаясь им и его увлечениями. Да настолько сильно, что и самого Наоту называют Такуном, что является сокращением от имени Тасуки. Она не способна принять реальность того, что Тасука уже покинул ее и продолжает рефлексировать на тему их отношений, в которых Наота выступает лишь посредником, которому предстоит терпеть все ее ласки и обнимашки, что в любой другой ситуации у зрителя вызвало бы явное понимание того, что Мамими влюблена в Наоту, тогда как на деле Наота выступает не более чем тем единственным, что осталось от ее парня. Один из самых сильных моментов с Мамими происходит во время пожара, когда она во второй серии бросает свою игру, где она сжигала кварталы города и помнила тем самым о временах, когда Тасука подарил ей эту приставку, и сожгла школу, в которой они учились. Это место стало для нее своеобразным приношением, которым она попыталась призвать темного ангела, которым по стечению обстоятельств стал Канти, робот, недавно появившийся в семье Наото из-за Харука. Этот ритуал стал тем, чем Мамими пыталась вернуть те времена, взять и найти того самого ангела, что спасет ее от этой, можно сказать, эмоциональной депрессии, тоски по былому времени.
Таким образом, персонаж Мамими с каждой серии все дальше и дальше отходил от основного повествования. Ровно до такой степени, что аниме началось с посиделок Наоты и Мамими, а затем встречи с Харука, а закончилось ее абсолютным отдалением от героев истории. Мамими разозлилась на весь мир и все равно не желала расставаться с прошлым, называя Такуном всех, кого видела, от встреченного ею на улице котенка до там же встреченного робота. Этот робот станет апофеозом нашего понимания, как зрителя, чего хочет Мамими. Она привязала его на поводок и кормила его телефонами, а затем и машинами, желая угодить ему и оставить рядом с собой. По случайному совпадению, именно этот робот, которого так любезно откормила Мамими, оказался последней частью недостающей для освобождения Атомска. Тем катализатором, которого не хватало для запуска механизма, и как только робот взбесился и начал уже наводить беспорядки по городу, она само собой попала в беду, из которой ее вытащил Наото. Однако при опасности, и зная, что именно Наото сейчас находится рядом с Мамими, она все равно взывала к помощи Тасуку, что поставило окончательную точку в их отношениях. Ранее Наото уже пытался ей признаться в любви словесно, проговаривая, что недолюбливает Харука, а после получения возможности транслировать силу Атомска через Канти во время того самого ритуала с сжиганием школы, он и вовсе решил, что будет помогать Мамиме справляться с ее проблемой не одной, тем самым приглядывая за ней. Но как вы уже могли понять, Мамими до последнего отказывалась видеть в Наоте Наоту. Каждым своим шагом не то чтобы отдаляя его от себя, но явно давая понять, что он не является не только ее любовным интересом, но и другом, что отчетливо выражается в моментах, когда Наото стал проводить больше времени с Харука, а Мамими начала его ревновать, не испытывая никакой любви к самому Наоте, при этом считая, что подобным образом именно Тасука бросил ее. Мамими не хотела расти по ходу всего произведения. Она забила на школу, все свое основное время только рефлексировала и не была ни по-детски наивной, ни достаточно зрелой для своего возраста, что привело ее к тому, к чему приводит любая рефлексия – поиску себя. В конце сюжета Мамими уезжает из Мабаси, чтобы стать фотографом, и с тех пор ни Наоте, ни нам неизвестно, нашла ли Мамими какой-то новый смысл в своем существовании. Тем не менее, мне все же кажется, что подобный путь, который она избрала в конце, хоть и является очень рискованным, вероятно склонит ее жизнь к лучшему. Ведь теперь вместо того, чтобы склоняться без дела и тонуть в своей грусти, она наконец-то сможет найти для себя нечто новое, уехав из столь обычного городка, как Мабаси. Интересно, что сейчас чувствует Харука? Харука Харухара, или же главный двигатель сюжета всего Фурикури. Харука безбашенная и взбалмошная девушка, которая прилетела даже не с нашей планеты. Является инопланетным следователем Братства Галактической Космической Полиции, что поставило своей целью найти Атомска, на минуточку самого короля пиратов и заполучить себе его силу. А на все остальное ей, в общем-то, плевать. Харука очень энергичный и непосредственный персонаж, что явно подчеркивается в ее поведении. Как уже было упомянуто ранее, для получения силы Атомска она то и дело бьет Наоту, а иногда и некоторых других персонажей своей бас-гитарой, которая активирует особенные части нашего мозга, доставая иногда из Наоты, а иногда из других персонажей по ходу произведения роботов. Конечно, далеко не все роботы в аниме пробуждались именно от ударов гитары Харука, однако именно голова Наоты, которая была, с ее слов, пуста или лишена детской наивности, идеально подходила для того, чтобы транслировать силу Атомска, что сразу стало понятно после первого появления Канти, которого она нечаянно сломала. Однако же, чтобы получать робота в свое использование, Харука приходится выводить Наоту на эмоции. А что может вывести пацана-подростка в его годы больше всего? Харука не глупая, и именно поэтому стал давить на максимальную свою сексуализацию, ведь до этого у Наото были небольшие заскоки с девушками, но их пиком всегда были максимум питье с одной банки с Мамими, что хоть и стесняло Наоту, все же не поддерживало никаких любовных чувств. Харука же напрямую очень часто дает понять, что ей интересен Наото, что сопровождается поначалу непонятными для нас и окружающих избиением ее гитарой или сбиванием его своей веспой, выступающей как ее космический транспорт. Противостоят же действиям Харука иммиграционное бюро для инопланетян города Мабаси, одним из главарей которого является Амарао, человек, что искренне воспринимает Харуку как любовный интерес, по-детски восхищаясь ею. По своей сути, Амарао в некотором смысле противоположен Наоте. Там, где Наото достаточно сдержан и стеснителен, Амарао ведет себя излишне вульгарно и незрело, что подчеркивают его искусственные большие брови, которые, как ему кажется, считаются символом взрослого человека, тогда как на деле Харука отвергает его по причине той самой незрелости.
Кстати, наверняка под конец видео будет самое нужное время упомянуть, что Харука работает домработницей в доме Наоты. А также то, что огромный утюг посреди города, который вы могли видеть по ходу ролика, является захватническим кораблем. Даже по сути заводом инопланетной компании Medical Mechanic, которая захватывает планеты, и которые по своей сути и противостоят Харука и Атомс. Соглашусь, достаточно много экспозиции под конец ролика, но не заметили ли вы, что, пытаясь рассказать о Харуку как о героине, здесь мы говорим об сюжете произведения? А все потому, что Харухара является основным его двигателем. Ведь пока весь город ведет себя по-детски наивно, Харука плюет на все устои, устраивая разгром, развращая Наоту в каком-то смысле, и даже совращая отчасти его отца, хотя точности в данном вопросе аниме не дает. Поскольку со стороны складывается одностороннее ощущение того, что отец Наоты помешан на Харука, а ей самой глубоко плевать на все его действия, если вычесть из уравнения самого Наоты. Получается, Харука слаба как один из главных персонажей истории? Ну, я бы так не сказал. Однако, честности ради, Харука действительно очень яркий и образный персонаж, каждое появление которой крадет все внимание на себя. Однако она является не более чем поводом для роста Наоты. Персонажем, что в концовке явно дает ему понять, что то детское отношение к жизни, которое присуще всем жителям города, вовсе не является плохим, и это время нужно уметь ценить. Пока я думал над тем, какую же именно мысль стоит вынести в оконцовке ролика, меня настигла одна мысль. Мы тут с тобой разобрали Наоту, Мамими, Харука, вроде всех, кто на сцене является главным. Но есть еще как минимум один персонаж, которого создатели Фурикури методично и с особым цинизмом лупят этой бас-гитарой по голове. И этот персонаж ты, зритель. Я не шучу, обрати внимание. Аниме тебе ровно ничего не объясняет. Ни про Атомское, то в чем его мотивация, ни про Medical Mechanic лишних деталей не уточняет, ни про то, откуда у Харука Веспа и почему утек в небе это норма. Первые полторы серии ты вообще чувствуешь себя идиотом, который случайно переключил пульт на чужой канал. И это не баг, это фича. Фурикури намеренно ставит тебя в позицию ребенка, который увидел что-то взрослое, но не может это осмыслить. Ты мечешься между что за бред, и это гениально, и именно в этом колебании между когнитивным диссонансом и внезапным щелчком в голове и рождается то самое чувство, ради которого все затевалось. По сути, создатели проделывают с тобой трюк, который Харука проделывает с Наотой. Бьют по башке гитары, вышибая из тебя роботов. Только роботы эти, твои собственные попытки навесить на происходящее удобные, понятные ярлыки. А Фурикури их ломает. Каждый раз, когда ты думаешь, что тебе удалось понять аниме, оно разбивает твои шаблоны, то и дело меняя вектор истории. Так и все же. Фури-Кури. Чем же именно является название этого аниме? Ответ на данный вопрос в очевидном формате нам даже в самом тайтле не сообщают напрямую, говоря, что никому внутри вселенной это точно неведомо. После просмотра и многочисленных уколов в то, что поцелуи или секс приравнивают к фури-кури, может показаться, что это некое символичное отображение именно полового взросления человека. Однако же так можно думать, лишь поверхностно пройдясь по произведению. На самом же деле найти для себя смысл того, что есть фури-кури, можно только найдя смысл самого аниме. Для кого-то близким станет путь Наоты и возможность постепенного роста над собой. А кто-то, может, найдет для себя решение, подобное Мамими, третий вообще вспомнит не на море и пойдут куда более прямым путем по жизни. И так можно продолжать долго. Я не удивлен тому, что смысл фури-кури многим не ясен, и уж тем более будет трудно его понять после первого просмотра, который тебе дарит ощущение полного непонимания и абсурда, будто ты ребенок, впервые увидевший нечто взрослое. Однако повторный просмотр способен дать истинное понимание того, что такое фури-кури. Наверное, поздно говорить о внешних вещах тайтла, но я не могу не отметить то, насколько по-новаторски наверняка смотрелось аниме в свое время, потому что даже сейчас некоторые визуальные моменты смотрятся свежо, а Веспа Харука стала визитной карточкой шоу, чего уж там говорить про, например, сигареты Мамими, на которую позднее отсылался Фудзимёта в своем Человеке-бензопиле. Подобных необычных решений здесь много, как, например, переход в 3D при почти каждом моменте этого самого фури-кури, резкая смена стиля на рисовку Южного парка или использование фреймов манги, но не столько для удешевления производства, сколько для смысловой передачи всего абсурда и наивности произведения, что высмеивают даже сами персонажи, тот или иной раз любящие ломать четвертую стену. На относительно том же уровне находится и музыкальная составляющая произведения, которую вы могли слышать по ходу ролика. Максимально комфортная, свободная и чистая, отдающая моментами нотками любви, а моментами чем-то новым и непостижимым. Этой небольшой частью ролика я просто хотел, чтобы вы поняли всю необычайность фури-кури.
В наше время этот тайтл уже многие успели позабыть, да и я наткнулся на него по совершенной случайности. Однако теперь я его считаю одним из моих любимых. В аниме всего 6 серий, нет опенинга, а его структура периодически ломает зрителю мозг. Но поверьте, даже зная спойлеры, вы не ухудшите себе просмотр, потому что Фурикури многогранно, и понять его можно по-разному, не только пересмотрев несколько раз, получая со временем даже больше понимания персонажей, но и даже, вероятно, с возрастом вам придут близки разные подходы, обозначенные в этом аниме. На этом очередная небольшая история городка Имабаси подходит к концу. Я очень надеюсь, что вам понравился данный ролик, и если вы досмотрели до этого момента, то не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. В описании вы найдете ссылку на мой телеграм-канал и Donation Alerts. Ну а я за сим откланяюсь искать истинный смысл.